Большой привет любителям винтажных микрофонов. Да, сегодняшний выпуск на канале «Давай запишем» будет посвящен тому самому микрофону, который пел Элвис, Билли Холидей, черт подери, Джеймс Хэтфилд и многие другие. Shure 55. А вот можно ли его заменить каким-нибудь другим микрофоном с похожей конструкцией, ну, например, от фирмы Nedi? Мы сегодня с вами и узнаем. Друзья, усаживайтесь поудобнее, потому что будет интересно. Оригинальный Unidyne против новомодной конструкции. Поехали! Всю жизнь мечтал так сделать. Думаю, стоит начать наш ролик с перечисления всех микрофонов, которые примут в нем участие. Shure 55SH. Вторая серия. Это микрофон, который в неизменном виде выпускается с 1989 года. Успел ли он зарекомендовать себя за это время? Уж будьте уверены, он успел это сделать. Два других микрофона, которые также заслуживают нашего внимания: PCM200 и PCM100. Первое — это микрофон, также динамический, от фирмы Nedi, который приближен к тем характеристикам, которые вы найдете на шурике. Второй микрофон — это уже конденсаторное перевоплощение с измененными характеристиками, также от фирмы Nedi. По микрофонам, вот эти две модели динамические, эта модель конденсаторная. Динамические модели малочувствительные, это их хорошо и плохо одновременно. Почему это хорошо? Когда вы работаете на сцене, когда вы поете, а эти микрофоны, все эти микрофоны, они являются в первую очередь вокальными. Так вот, микрофон захватывает по большей части только то, что находится в непосредственной близости от его решетки. Как и работают все динамические приемники. Дальние какие-то вещи отсекаются, и это плюс. Минус: этим микрофонам из-за особенностей импеданса нужно больше усиления для корректной работы. Что это все значит? Давайте на живом примере. На два микрофона мы подаем одинаковую синусоиду с одинаковой громкостью. Вот этой малышке понадобится 30 дБ для нормальной работы и на концертах, и в студиях, и так далее. Вот этот микрофон сожрет все 50 дБ и не подавится, добавки попросит. В таких случаях, когда под рукой нету нормального предусилителя, пользуются микрофонами-активаторами. О клаудлифтерах я уже как-то говорил, теперь настало время взрывоопасной штучки от фирмы SE. Динамит. По сути своей, это такой маленький микрофонный предусилитель, который питается от фантомного питания в 48 вольт и дает фиксированные 27 дБ чистого усиления, что нам и нужно. Давайте смотреть на живом примере. Теперь настало время пересесть с циклы мужского одобрения на микрофон Shure 55SH. Все микрофоны мы сравним друг с другом в тесте, прям в лоб, но это будет чуточку попозже. Сейчас давайте побольше о характеристиках. Итак, сравниваем 200-й Nedi, более бюджетную версию этого микрофона, и сам шурик. По АЧХ, если посмотреть на графики, мы видим 50 Гц внизу и 15 кГц наверху. В принципе, если упрощать, то графики очень сильно друг от друга не отличаются. Теперь давайте перейдем на Nedi. И туда, и сюда мы подавали 50 дБ чистого гейну. Оба микрофона имеют переключатель, с помощью которого их можно в любой момент выключить и также в любой момент включить. Очень интересная особенность — это направленность. Это очень нужная вещь, особенно во время живых каких-то мероприятий. Давайте я вам продемонстрирую. Сейчас я говорю в микрофон, как и нужно говорить. Но когда я начинаю его поворачивать, мой голос уходит на задний план. Что это такое? Это штука, которая позволяет нам от микрофона отсекать все лишнее и ненужное. Например, чтобы не заводились мониторы. Или чтобы другие члены вашей группы как-то не мешали звукорежиссеру работать с вашим собственным голосом. В сторонке у нас остался Nedi 100, это не дело. Будем сравнивать с 200-й версией.
Опять же, начнем с АЧХ, давайте. Видно, что микрофону за счет его сопротивления нужно меньше усиления, по графику это понятно. Видно, что частотный диапазон расширился, потому что это кондер как-никак. И, кстати, здесь нету кнопочки включения, тут только фильтр высоких частот. Ну, чтобы срезать какой-то бубнеж и тому подобные ненужные на записи вещи. В остальном 200 и 100 микрофоны абсолютно идентичные. Но все-таки сравнивать в лоб все это дело я предлагаю вам в тесте, который давайте и послушаем. Oh, since you've been gone, since you've been on my life and getting out of my mind. Oh, searching you will find there is no reason. I can't caress myself to let you go. I never promised you it would be easy. It seems to me that nothing fell in love since you've been gone. Baby, you get in my mind. Since you've been gone, how can I go on? Since you've been out in my life, baby, since you've been gone, I guess that I should be alright. Since you've been gone, how can I go on? Since you've been out in my life. Удалось ли в конечном итоге у Неди воссоздать характер звучания оригинального 55-го Шурика? Друзья, ответ на этот вопрос я жду от вас внизу в комментариях. Но все-таки делайте скидку на то, что 100 и 200 вы сможете купить за цену в 2 раза дешевле, чем оригинальный микрофон. Это был канал «Давай запишем». Напоминаю, здесь мы говорим про аудио. Друзья, если вам ролик понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать ни одного нового видео. Я с вами не прощаюсь. Я говорю до свидания. До встречи в следующем ролике. Теперь настало время взрывоопасной штучки от фирмы SE. Теперь настало время одной взрывоопасной штучки от SE. Угу. Теперь динамиты. А вы пишете уже, да? Вы пишете, все пишете.